Приветствую вас, дорогие друзья! Я уже неоднократно говорил о том, что Алания каким-то невероятным образом притягивает к себе творческих личностей из Казахстана. Я не знаю точно, как это работает, но те, кто подписаны на наш инстаграм, наверняка знают, что недавно мне посчастливилось именно в Алании встретиться с невероятной Толкын Забировой, которая отдыхала у нас вместе со своей прекрасной семьей. Она заслуженный деятель Казахстана, которая удивительным образом поет сразу в трех направлениях. Это и камерная классическая музыка, это и казахские народные песни, и популярная музыка. И за свою творческую карьеру Толкын Забирова не только радовала поклонников исполнением огромного количества музыкальных хитов, но и неоднократно представляла Казахстан за рубежом в составе культурных делегаций. В настоящий момент Толкын Забирова является деканом факультета музыкальное искусство Казахской национальной академии имени Жургенова и активно занимается научной и преподавательской деятельностью. И, между прочим, уже успела воспитать целое поколение успешных вокалистов и музыкантов, лауреатов и дипломантов международных конкурсов. Но самое главное, это то, что мне удалось задать ей несколько вопросов и узнать, она себя сама относит к какому жанру больше, к опере или к эстраде. И, конечно, мы поговорили и о Димаше, и о Иманбеке, и я постарался узнать у Толкын, откуда в Казахстане вообще столько талантов, откуда все эти чудесные, невероятные голоса, почему Казахстан именно сейчас становится поставщиком талантов для культуры, наверное, всего мира. И вообще Толкын невероятно умная, ее речь как бурная река уносит с собой переживания о нашем настоящем, о нашем будущем, о нашей культуре и вообще смысле жизни. И в общем у нас получилась такая невероятная беседа, что я решил практически полностью оставить ее без сокращений. Поэтому приготовьтесь, вас ждет увлекательное путешествие, которое, возможно, изменит ваш взгляд на некоторые вещи в вашей жизни. Начать я должен с того, что я должен извиниться перед вами. За что? Потому что вот сегодня утром я узнал от Ерлана Кокеева, благодаря Ерлану Кокееву, я узнал о вас. Точнее, я вас видел, я даже слышал ваши песни, но я не знал столько. Вот я сегодня копнул в интернете, и для меня открылся целый новый мир. Ну, Иван, знаете, всего знать невозможно реально. Если бы знать всех исполнителей по всему миру, настолько... Вы, наверное, слушаете ту музыку, которая вам нравится, тех артистов, которые вам нравятся. Поэтому, ну, никогда не поздно, как говорится, познакомиться с новыми людьми, с новыми личностями, артистами, там, музыкальными деятелями. Вот одной из таких гостей явилась я сегодня в вашей рубрике «Алгат Петербург», и мне очень приятно, что вы сегодня появились, позвонили, и вот так вот мы очень быстро, спонтанно встретились и имеем возможность пообщаться. И что же вас все-таки интересует? Ну, прежде всего, перед тем, как мы перейдем к вопросам про Казахстан, про феномен казахов, про музыку, я хочу вас спросить, а почему же Алания? Почему вы? Это вообще очень просто. Это был подарок нашего старшего сына, который сделал нам вот такой вот жест сыновний. Ну, наверное, когда дети вырастают и взрослеют и понимают, что самое дорогое, самое важное в их жизни – это их родители, наверное, это очень большое достижение, прежде всего, самих родителей. Это просто был подарок старшего сына. Он выбрал Аланию, и мы приехали сюда. До этого мы были в других городах Турции, и в Анкаре, и в Стамбуле, и в Анталии отдыхали частенько. Ну вот сегодня мы приехали сюда, и нам очень нравится. А самое главное море, воздух, вот эта вот свежая пища, которая прям вот доставляет такое удовольствие. Мне кажется, вот солнце, море и вода – наши верные друзья. Как это обычно. Или еще, как говорят, солнце, море и вода – наша главная еда. Наша, да, духовная, да, абсолютно согласна.
Я почему спросил, вот как начал с Алании, потому что Алания, у меня такое чувство, вот я здесь нахожусь, живу с января уже, и у меня такое чувство, что Алания — это магнит для творческих людей из Казахстана. В 2021 году я познакомился здесь с Тулегеном Мухамеджановичем и Нуржамал Пернебековной. Даже больше скажу, Тулеген Мухамеджанов научил меня здесь плавать. Я Да, боялся даже до так вы глубины. близко уже были знакомы. Ну, так получилось. Здорово. И он сказал, и многие тоже другие люди, например, художник Нурлан Ахмедов, он говорит, что в Алании открывается какой-то невероятный творческая составляющая. Вы что-то почувствовали Ну, такое? не знаю, может быть, это отсюда мне Тулеген ага позвонил и предложил в 2020 году песню свою «О Махаббат». Песню «О Махаббат». И, видимо, да, видимо, что-то навеяло. Возможно. Конечно, здесь очень много исторических мест. Вот мы недавно ездили с детьми в крепость, посмотрели всю эту красоту, вся эта природа, все это настолько впечатляет. Какая-то вот седая история во всем этом прослеживается. Конечно, каждая страна, каждый новый шаг, каждое вот путешествие, оно всегда что-то привносит, что-то интересное, что-то свое. Потому что все объять, естественно, очень сложно, но каждый раз, когда ты выезжаешь за границу, ты всегда что-то новое для себя познаешь, узнаешь. И я все-таки надеюсь, что, видимо, вот этот воздух чарующий, вот эта вот сама атмосфера, наверное, на Тулеген агу повеяло чем-то таким, что вот он написал такую шикарную песню. Мне было настолько лестно, что он мне сам лично позвонил и предложил мне эту песню. Потом мы ее сделали аранжировку и записали на нее клип. И, в общем, все это было достаточно приятно лично для меня, потому что это композитор, наверное, мечта для каждого вокалиста спеть песню этого композитора. Он необыкновенный лирик, он необыкновенно чувствует гармонию, он необыкновенно чувствует вот это вот состояние какой-то души. Он чувствует, как под свою музыку подобрать нужный текст. Иногда он даже этот текст как-то под себя формирует, под свою музыку, потому что у музыки есть свои акценты, у текста есть свои акценты. Дети, проходите. Вообще без комплексов абсолютно. Вот, поэтому, конечно, это для меня это, можно сказать, такой, знаете, я получила творческий подарок, бесценный. И самое главное, что эта песня понравилась именно в моем исполнении самому автору. Это для меня тоже очень важно, его оценка. И Нуржамал, она мне частенько звонила и благодарила. Я говорю, Нуржамал, получить от коллеги такие слова похвалы, это я не знаю, это дорогого стоит. Ты сама роскошная певица, ты с таким опытом певческим. И когда вот так вот коллеги тебе звонят и говорят свои слова восхищения, знаете, это реально очень приятно. Поэтому это абсолютно красивейшая семья, абсолютно творческая. У них и дочка тоже актриса Карлыгаш, да, вы знаете. В общем, очень такая семья, с которой всегда приятно встречаться, общаться. В общем, это можно... Тулеген ага с моим мужем, они вообще одно время работали совместно. Поэтому нас объединяют какие-то такие корни и общение и как в жизни, так как в творчестве, так и в жизни. Кстати, про вашего мужа не очень много информации в интернете. Да, о моем муже вы много не узнаете, потому что это, знаете, такой человек, как этот серый кардинал. Он вообще не любит выставляться, показываться. Он делает много, что он сделал в своей жизни. Он заслуженный деятель нашей республики. Он 30 лет проработал в концертно-гастрольном отделе Казахконцерта.
а это такой, знаете, живой артистический организм, откуда прорастают звезды, где они зарождаются, где они становятся. Это как, знаете, как Бродвей, вот такая вот первая ступень, стартовая площадка для артиста, где у тебя есть возможность показаться, поездить по миру, сделать какой-то концертный тур. И Сафар, мой супруг, он всем вот этим вот занимался очень активно. И можно сказать, вот самый высший эшелон наши народные артисты СССР, такие как Роза Багланова, Ермек Серкибаев, Бибигуль Тулегенова, Гульжан Толпакова, Сара Таныштыгулова и многие-многие наши замечательные артисты, с которыми он работал, которых он возил по Союзу, популяризировал нашу казахскую музыку, наши традиции через искусство этих замечательных людей. Многих уже нет в живых, но есть те люди, которые благодаря моему супругу вообще вышли на профессиональную большую сцену, и сегодня они пожинают плоды своего творчества, и популярны очень люди у нас в Казахстане. Ну, можно сказать, что это человек, который открывал шоу-бизнес в Казахстане, и первый слет директоров, значит, по Союзу, который был организован в Москве, это еще в советское время, и вот от Казахстана ездил мой супруг как представитель Казахстана. Ну, наверное, достаточно еще будет сказать, что он около 20 лет был директором, музыкальным продюсером народной артистки Розы Рымбаевой, ну и заслуженного деятеля Толкын Забировой. Я как раз хотел сказать, что он же, насколько я знаю, ваш продюсер, и клипы, и всю концертную деятельность. Да, это особенно на заре туманной юности, когда это все зарождалось, когда еще все-таки такое было время, когда такой, знаете, отзвук Советского Союза. Мы только распались, и вот на это тяжелое время пришлась как раз вот это вот, как современным языком выражаясь, раскрутка. Мы даже пробовали этим заниматься в России, в Москве. Я там даже прожила какое-то время. Вот если вы видели в Ютубе мой клип «Поцелуй», это вот как раз был клип, который снимали московские авторы. И песня была московских авторов. Мы там записали целый альбом, он так и назывался «Поцелуй». Ну, в общем, это был хороший такой опыт для меня. Ну, так судьба распорядилась, что все-таки это, знаете, как искусство принадлежит, ну, то есть ты принадлежишь искусству, но все-таки больше ты нужен там, где ты родился. Все-таки вот эти вот истоки, вот эти традиционные корни твои, они все время как вот внутренний стержень. Они все время тебя как будто бы зовут, что ли, обратно. Вот. Ну и какое-то время, конечно, пришлось уже дальше работать в Казахстане. И здорово, что то искусство, которое, и то творчество, которым я делюсь со своим зрителем, оно интересно. Ну, я думаю, это, наверное, будет какой-то уже следующий вопрос, потому что здесь немножко есть сложности в этом плане, есть небольшая проблема. Я имею в виду, что мое искусство, оно не на массы все-таки. Если вы полистали мой Инстаграм, посмотрели мой Ютуб, вы немножко, так сказать, с моей биографией знакомы. Все-таки вот это вот классическое образование, которое оставляет какой-то некий штамп, что ли, он все-таки рассчитан на какую-то более подготовленную публику, да, вот то искусство, то творчество, скажем, те песни, потому что для меня, например, то, что сегодня популярно, то, что сегодня современным языком выражаясь, people have it, вот это для меня как бы, ну, не совсем мое. Потому что я все-таки человек с консерваторским образованием. Я закончила как вокалистка у известной певицы нашей, народной артистки СССР, герой соцтруда Тулегеновой Бибигуль Ахметовны, которую знает весь Казахстан и полмира. Я думаю, вы тоже ее прекрасно знаете. Вот. Она все-таки мне дала классическое образование, и хотя я к ней пришла
с таким, знаете, налетом попсовым, если можно так сказать. Я до этого пела все время популярную музыку и современные эстрадные песни, то, что мне было, в принципе, близко. Ну, мы кому подражали раньше? Розе Рымбаевой, Пугачевой Алле Борисовне, да, Софии Михайловне Ротару. Пока вот мы были маленькими, росли, мы практически росли на их песнях. И это время, оно было шикарно тем, что все-таки это время, оно было немножечко все-таки, оно как-то вот к людям относилось выборочно. То есть, если это были народные артисты, то это были считанные народные артисты, и мы их знали. Если это были заслуженные деятели, или тогда заслуженных не было, а тогда были заслуженные артисты, были народные и заслуженные артисты. Их мы тоже знали, буквально вот по пальцам можно было посчитать. Сейчас это немножко как утеряно вот это вот суть, что ли, вот этого звания, качественный подход, выборочный какой-то подход. Потом, видите, все-таки, поскольку мы потеряли тот строй, что мы строили коммунизм, мы шли каким-то таким гуманным, скажем, путем, где мы все-таки имели такое понятие, как ценз, да, внутренний ценз. У тебя всегда была какая-то такая самооценка немножко критичная, да, скажем, ты мог на себя как-то так вот смотреть со стороны. Какая-то мораль была, да, в поведении, в одежде, в подборе репертуара, во всем этом. То сейчас, когда весь этот занавес рухнул и пришло совершенно другое время, капитализм, да, скажем, и очень сильно, мне кажется, мы потеряли какие-то человеческие ценности, какой-то элементарный вот этот внутренний цензор просто умер в человеке. Сейчас хорошо то, что плохо, вот лично для меня. Критерии оценки поменялись. Хоть и говорят, мне часто говорят, что человеческие ценности, они незыблемы, они не меняются. Я очень хочу в это верить. Я смотрю советские фильмы с ностальгией, я слушаю песни советского времени также с ностальгией. Я не могу себя записать в список какой-то там ханжеский, да, какой-то список, ну, скажем, уже того отжившего поколения. Я абсолютно, как мне кажется, современный человек и принимаю то, что сегодняшним временем диктуется, но тем не менее я очень остро ощущаю нехватку культуры вообще во всем. Я уже не говорю о самой культуре. Нехватка культуры в образовании, нехватка в отношениях, неважно, в семье, на улице, между чужими людьми, между только что познакомившимися людьми, вообще вот между парнем и девушкой, между знакомыми и незнакомыми. Я вообще вот вижу, как это все очень сильно стало превалировать именно под знаком минус. И меня это, конечно, как-то вот до глубины души огорчает. Почему я ностальгирую по тому времени, потому что возьми любой фильм, возьми любую песню, там есть философия, там есть понятие дружбы, чести, совести, достоинства, юмор даже какой-то вот такой добрый, который, ну, не всегда может быть понятен, особенно сегодняшнему поколению. Сегодняшнее поколение, оно воспитывается, к сожалению, не на наших тех советских принципах, а какое-то вот западноевропейское вот такое идет влияние. Меня это не совсем радует, потому что я вижу издержки этого воспитания, недостаток. Поэтому есть, конечно, свои минусы, но есть и плюсы, потому что мы получили всемирную, так скажем, интернет-связь, когда мы очень можем быть мобильны, все это очень быстро достается информация.
Но опять-таки, вот как уберечь молодую, не как это вот внутренний, не устоявшуюся психически, да, молодежь, уберечь их вот от грязи, от нехороших вещей каких-то, уметь разбирать, что нужно смотреть в средствах массовой информации, что не нужно. И вот тут вот приходит ответ на этот вопрос. Все-таки воспитание, все-таки культура. А это все приходит в том числе и с образованием. Поэтому никогда нельзя, мне так кажется, снимать со счетов ответственность себя, что ты прежде всего ответственен за то поколение, которое ты воспитываешь, своих детей, то бишь, да? Это не школа, не садик, это не институт, это прежде всего семья. И прежде всего личным примером. Поэтому я сама в образовательной сфере работаю, и я очень вижу вот эту большую разницу, когда я училась в консерватории, когда учатся сейчас нынешнее поколение. Да, прошел очень такой тяжелый, не зря же говорят, как страшно жить в эпоху перемен. Прошел вот этот сложный крен, когда взрослые люди не хотели быть обузой для своих детей, кончали жизнь суицидом. Очень много же было таких примеров. Молодые не выдерживали вот этого перехода из одного строя в другой. Мы шли все время к чему-то, а пришли к тому же, к чему мы вообще просто не были готовы. И поэтому очень многие тонкие натуры просто не выдерживали вот этого натиска, вот этой сложности, не могли выйти из этой ситуации. И тоже очень глупо кончали жизнь свою. Поэтому сейчас немножко вот этот вот, ну, извините, для этого должно было пройти 30 лет, вот прошло 30 лет, и сейчас мы что-то более-менее начинаем заново строить. Мы видим уже такую устремленную, знающую, что ей нужно, мотивированную молодежь, которая умеет уже зарабатывать деньги. Я в свои 18 лет не думала, что мне нужно зарабатывать деньги. Я думала о том, что мне нужно учиться, что мне нужно получить профессию. Сейчас в 10 лет дети думают, как же им заработать на свои первые там какие-то интересы, нужды, да? Вот, поэтому все идет своим чередом, все так, как должно было, видимо, развиваться, так оно и развивается. Просто я, как человек со стороны, наблюдающий за всей вот этой вот ситуацией, я со многим, конечно, соглашаюсь, с чем-то я не соглашаюсь, но это естественно, потому что жизнь — это же спираль, она все время. Мы не можем стоять на одном месте. Это все время движение какое-то, развитие. Мы не должны регрессировать, мы должны прогрессировать. Но прогресс тоже, видите, как-то каждый понимает по-своему, по-разному. И опять-таки, это вот как воспитать эти массы, чтобы не навредить обществу, будущему, что ли, не потерять это поколение, чтобы оно было достойным, уважаемым, чтобы они жили, может быть, даже более достойнее, чем наши предки жили, то, что они строили, к чему они стремились. Я очень часто вспоминаю нашего великого просветителя Абая Кунанбаева, который практически всю свою жизнь, такую короткую, всего прожил 59 лет, но он умер седым стариком, дряхлым, можно сказать, потому что его душа истончилась от всего вот того, вот этого невежества, ханжества, вот этого бесправия, вот этой человеческой жадности, завистливости, неумения быть толерантным, понимать и принимать человека таким, какой он есть. И он практически всю жизнь, как только он уже был в таком более-менее сознательном возрасте, он уже тогда противоборствовал, это ему претило его внутреннему миру.
Он со всем этим был не согласен, он внутренне боролся. И я вот сегодня себе задаю вопрос. Это был глубокий 19 век, конец 19 начало 20 века. Вот интересно, мы живем уже в 21 веке. А что изменилось? А стали ли мы достойным поколением вот нашего великого предка, о чем он мечтал, за что он проливал кровь, за что он страдал? Он получал и физическую расправу за его честность, за его правдивые мысли, за его справедливость. Мы стали чище, мы стали лучше, мы воплотили все эти мечты, чаяния, надежды, за что боролся наш великий просветитель Абай. И знаете, сложно мне ответить на этот вопрос. Видимо, на него... Я давно себе задаю этот вопрос. Видимо, на него как-то вот сразу ответить будет очень сложно. Видимо, понадобится еще, наверное, 3 раза по 30, чтобы мы как-то вот... Ну, я не пророк, я не могу такие вещи, конечно, говорить. Я только лишь могу мечтать, я только лишь могу своей жизнью, своим примером в творчестве, в семье, как я воспитываю своих детей, в отношении со своим супругом, в отношении со своими студентами, в отношении со своим зрителем, выходя каждый раз на сцену, ну, вот нести свою определенную лепту, которую, видимо, наверное, мне вот дал Аллах свыше. И я вот как вот говорят же, что творческие люди, они между Создателем и простым народом являются неким мостом, которые вещают, какой-то несут некий информационный код, что ли, не знаю. И я очень стремлюсь к этому совершенству, я очень стремлюсь, я реально стремлюсь сделать лучше, сделать чище, сделать более профессиональнее вот все свое окружение, тех людей, которые меня окружают. Ни в коем случае никого не воспитывать, нет, делом. Ну, для меня мое дело — это прежде всего, конечно, моя семья, моя работа. Я и там воспитатель, и тут воспитатель. Тут я воспитываю своих собственных детей, здесь я воспитываю своих студентов, которые мне тоже очень дороги. И мне иногда кажется, что я как-то вот несправедливо больше отдаю им времени, здоровья, нервов, переживаний своих, чем своим детям. Мне вот иногда так очень часто кажется. Потому что я с ними веду задушевные беседы, я им читаю лекции как по профилю, так и не совсем, потому что мне кажется, что все-таки вокалист — это прежде всего душа. Это душа человека, это его доброта. Вот этот вот внутренний свет, который он должен нести. И тогда твоя песня, и тогда твоя игра на каком-либо инструменте, это будет доходить до зрителя. Зритель не всегда приходит подготовленный, но он всегда приходит с сердцем, с открытым сердцем. Он покупает на свои собственные, честно заработанные деньги билет, и он хочет откровения, он хочет доброты, он хочет чистоты, он хочет возвыситься. Вот мне всегда кажется, что именно суть концерта, она именно в этом заключается, чтобы им захотелось летать, чтобы им захотелось после концерта идти в ресторан, а не домой, чтобы они еще хотели продолжить вот это состояние полета души. И поэтому каждая песня, каждый выход твой на сцену, каждый твой взгляд вот в народ, в зал, он должен быть абсолютно честным, искренним. Отсюда и вытекает следующий. Я вот прям вот чувствую, а какие же вы песни поете, как вы готовите репертуар? Я сама тут себе интервьюист и сама отвечаю, да?
Именно вот, вы знаете, у нас вот какой-то период вообще, особенно вот, я не знаю, наверное, лет 5-7 тому назад, может быть, даже больше, когда у нас шоу-бизнес, грубо говоря, очень гладко перешел в той бизнес, мы как-то к этому с юмором относимся и говорим об этом с юмором, но для меня, как для певицы, как для артистки, это такой достаточно плачевный фактор, потому что я очень далека от этого репертуара, и я его просто по своей природе не могу исполнять. А как вы сами понимаете, раз это той бизнес, значит, в основном артисты зарабатывают на тоях, на чьих-то мероприятиях. Это не концертная площадка, как это было в далекие 80-е, начало 90-х, да, когда мы, реально был шоу-бизнес, мы могли продавать диски и с этого иметь какие-то деньги, да, заработки. Мы могли делать концерты, гастроли, и это приносило нам деньги. Вот. Сейчас, к сожалению, немножко картина поменялась. А то, что касается репертуара, конечно, я вот уже сказала, что я пробовала петь легкие песни, 2 притопа, 3 прихлопа, как мы их называем. Но это все не моя природа. Я поняла, что я не могу идти на поводу у публики, которая этого жаждет. Моя все-таки миссия, я об этом и студентам говорю, учиться ради чего? Ради того, чтобы потом необразованному, неподготовленной публике, необразованной публике, не все не могут же заканчивать консерватории, музыкальных училищ, но они занимаются своей профессией, мы занимаемся своей. Но искусство, все-таки задача искусства, опять-таки, давать духовное, значит, какую-то духовную пищу людям, задуматься, сделать их чище, возвышеннее. И поэтому, когда мы выходим на сцену, мы не должны опускать свой уровень, свое искусство на уровень. Вот пришел человек с базара, он только что продал несколько там тюков, я не знаю, маек, футболок, сланцев, там, зубных щеток. И вот он пришел на концерт, что такое? Ну-ка, дай-ка я пойду посмотрю, что это такое. А там выходит на сцену, и он слушает то же самое, что он слушает на базаре, понимаете? Грубо говоря. Только в другом исполнении, в другом, может быть, качестве. Он визуализирует, он все это видит, там, какое-то оформление на сцене и так далее. Нет. Не в этом заключается сила искусства. А чтобы этот человек пришел на концерт и задумался. Надо же. Оказывается, еще вот такая есть сторона медали. Поэтому мои песни — это вот мой любимый композитор, один из которых мы уже о нем сегодня говорили, это Тулеген Мухамеджанов. Я вообще по своей природе лирик, поэтому мне все вот красивая гармония, какие-то переливы, вот этой вот сложности в музыке, вот эти вот переходы из мажора в минор, из минора в мажор, какие-то гармонически сложные структуры, они меня сразу вот выводят вот на какой-то ком в горле. Ну, то есть душа прежде всего в музыке должна быть. Не должен. Вот сейчас что? Сейчас люди ищут бит. Вот им нужен вот это вот. Вот сейчас библиотека ритмов. Сейчас они все на этом сидят. Друг другу пишут. В Казахстан заказывают из Америки, там в Узбекистан заказывают, там из Японии. И вот с музыкантами общаешься, а я сейчас сижу, говорит, биты, говорит, пишу. У меня, говорит, заказ, говорит. Не буду называть этих артистов, они очень известные
практически мировые звезды. То есть, видите, они работают на потребу, как бы, да? Ну и зарабатывают. Потому что сейчас это массовая культура. А есть такое понятие, как элитарная культура. И как обычно это бывает, это 0,1, может быть, процент. Это очень маленький процент. Ну, то есть это вот мой потенциальный слушатель. Что вас еще интересует, Иван? Получается, вот вы уже частично ответили на вопрос, который я хочу задать. Получается, что у вас на сайте написано и в интернете написано, что вы певица не только оперная, но еще и эстрадная. И вот мне было интересно, как вы себя позиционируете? Как эстрадная певица или как оперная? Вы знаете, вообще никак не позиционирую, я просто пою то, что мне нравится. Очень часто, ну, небольшая ремарка, не оперная, а концертно-камерная певица. Есть такое, мы когда учимся в консерватории, и нас на третьем туре, нас делят, на третьем курсе, когда мы переходим на третий курс, нас делят на оперный жанр и концертно-камерный жанр. Концертно-камерный – это ювелирная работа голосом, это умение петь романсы, умение петь Моцарта. Моцарт легкий композитор, на первый взгляд. Я ездила в Вену, в Зальцбург, к маэстро Корези. Он мне давал мастер-класс. И я поняла, что это освоить практически невозможно. Там просто нужно родиться. Просто нужно родиться и жить во всей этой музыке годами, чтобы вот прочувствовать вот эту всю тонкость, филигранность, весь вот этот драматизм, который покрыт вот этим какой-то некой легкостью, даже какой-то безрассудностью, как себе представлялся Моцарт. Это та музыка, которую, это как Бибигуль Ахметовна говорит, это все равно, что вязать ажур. И это должен делать голос. Вот как вот художник рисует тонкой кисточкой, вот это вот нужно уметь делать голосом. Не каждый оперный певец может владеть этой техникой. Поэтому это чисто природные явления. Вот как вот Бог дает голоса, оперный, соответственно, и репертуар разделяется. Оперный репертуар и концертно-камерный репертуар. Я всегда, поскольку я сказала, что я пела всегда эстраду, пока я не поступила в консерваторию, но даже потом, когда я поступила в консерваторию, я все-таки продолжала петь эстраду, ну, так немножко, как бы, балуясь. Хотя Бибигуль Ахметовна была очень против моего вот такого выбора. И даже когда я съездила в Зальцбург на мастер-класс, и я получила приглашение от самого маэстро Корези, он назвал меня моцартовской певицей. Вы, говорит, необыкновенно просто... И как он сказал, вас, говорит, Бог поцеловал в темечко. То, что вы имеете вот такую физику внешнюю. Мне на тот момент было 34 года, он думал, что мне лет 18. И при этом вы уже имеете опыт, хороший опыт, такой наработанный, такой уже состоявшейся певицы. То есть такое вот сочетание внешне выглядеть молодо, но при этом обычно певицы уже к этому возрасту, они немножко полнеют, уже она, естественно, Джульетту там, я не знаю, или там, Сюзанну уже она не споет. Поэтому в этом плане, конечно, мне очень повезло. И я приехала с такой радостной новостью, что вот я буду ангажирована в Берлинский театр. Ну, в общем, потом все так случилось, что я забеременела на третьего сына, и я сказала нет. Когда Аллах дает такой подарок, я буду мамой. Но, в общем, эстраду я потом все-таки уже, закончив консерваторию, аспирантуру, я продолжала заниматься. И после этого как-то вот одно очень плавно перетекало в другое.
То есть я начала совмещать. И мой первый концерт, он так назывался «Три в одном». То есть это была казахская народная песня. Это были авторские песни, современные, популярные. И это была классика. Но классика, она была, ну, скажем, кроссовер. Такой синтез, некий синтез эстрады и классики. И я очень волновалась, думаю, ну как же сейчас моего Генделя там или Россини будет сейчас принимать молодежь, которая пришла на этот концерт. И вдруг, когда я начала петь Россини Тарантеллу, они как начали, значит, схватили свои там, я не знаю, рубашки или что они там, пиджаки, и начали вот так вот над головой как вертеть, ну, тем самым как бы показывая свой знак восхищения. Я была очень удивлена. Ну, в общем, очень часто артисты задают мне вопрос, оперники, как ты поешь эстраду, научи. Ну, я говорю, я не знаю. Вот как-то вот пою и все. И эстрадники спрашивают, а как ты поешь классику? Ты же эстрадная певица. Я говорю, я не знаю. Я не знаю, как это мне удается, но я просто не знаю, как петь эстраду, потому что у эстрады все-таки есть свои законы. И потом это вот не совсем та эстрада в классическом ее понимании. А классика, я этому училась в консерватории 5 лет. Поэтому я знаю все законы этого жанра. Потом я все-таки дальше продолжала работать в этом направлении. Я защитила кандидатскую диссертацию. На сегодняшний день я получила профессора и выпустила свой учебник по эстрадному вокалу. Вот вы сказали про диссертацию. У вас там такая формулировка сложная. Новая основа формирования певческого голоса в контексте оперной культуры Казахстана. Да, в контексте оперной культуры Казахстана. Да. И сразу я вспомнил о том, что у Казахстана же традиционно очень сильные вокалисты. В чем секрет? Как так получается? Откуда вот, ну, вроде Казахстан, страна очень большая, но она находится вот посередине Азии, Центральной Азии, а классическая опера это всегда Италия, вот где-то в Европе. А сейчас получается, что вокалисты из Казахстана выступают на всех этих сценах, имеют невероятный успех, Астана опера гастролирует. Иван, как честно, так получается? сама очень удивляюсь и очень горжусь. Знаете, у нас есть... Я не буду вдаваться в научные, так сказать, издержки, потому что научный руководитель, который меня вел вот параллельно, у меня их было 2 человека, 2 научных руководителя, и вот одна из них, доктор искусствоведения, она как раз исследовала вообще природу, воду западного Казахстана, и по ее версии, вот та вода, которая, значит, течет, имеет очень... Там, в общем, они исследовали сам состав этой воды, какой, в общем, там очень сложно. Я в химии не очень-то сильна. С ее точки зрения, с научной точки зрения, она рассматривает закономерность, почему именно оттуда выходят вот такие вот исполнители. Их называли жестандай. Жестандай, то есть это, как это переводится, жестандай, металлическое небо. Ну вот, да? Крепкие голоса с очень такой мощной динамикой, с таким посылом. При всем при этом, если мы раньше думали, что для таких голосов очень необходимо иметь какую-то массу чисто внешне, оказалось абсолютно неважно. Это не имеет никакого значения. Вот. Ну, не знаю, насколько эта версия, ну, как бы сильна в своем научном подтверждении. Но, во всяком случае, мне кажется, все-таки
Может быть, раньше как-то не было вот этой вот возможности сейчас выходить на мировые подмостки, показываться. Тогда не было так активно, не были так развиты вот эти детские конкурсы. Сейчас мир начал очень сужаться. Мы начали очень становиться близкими, и это очень радует. Например, вы сами прекрасно знаете, как представляли наши молодые исполнители Максим Ержан, да, Данелия Тулешева, да, там, скажем, вот во Франции Алинур Хамзин и Бекнур Жанибекулы. Это был роскошный дуэт. Они получили 8 место, но я все-таки считаю, что на таком международном конкурсе это достаточно такой уровень серьезный. И достижение не маленькое достижение. Ну, естественно, если уже говорить уже в таком глобальном, таком широком масштабе, Димаш Кудайбергенов, который просто покорил, объял, можно сказать, необъятное. Сейчас на детский... Вот в декабре будет сейчас проходить детское Евровидение, и туда будет представлен наш мальчик, 11-летний ребенок, он алматинец, Давид Чарлин его зовут, Давид Чарлин. Он будет представлять Казахстан, и как раз-таки этот мальчик был увиден, услышан и выбран родителями Димаша Кудайбергенова, Канатом и Светой Айтпаевыми, которые организовали этот конкурс для детей. И вот такой очень хороший посыл для того, чтобы нашим детям была такая вот возможность показаться на международных подмостках. Я считаю, что это очень большое достижение для Казахстана. И, конечно, огромное спасибо прежде всего Канату и Свете. То, что, конечно, касается Димаша, ну, или такого вопроса не было. Вопрос напрашивается, потому что вы вот рассказали про воду. Я недавно встречался с Санжаром Жубановым, это наследник династии Жубановых, и он мне рассказал, что там, откуда родом Жубановы, там есть колодец. Это же Актюбинск. Да, именно. И перед тем, как Димаш поехал на Сингер, он поехал и попил из этого колодца. И вот Санжар Жубанов напрямую связывает успех вот именно с казахской водой. Успех Димаша на Сингере, соответственно, успех Димаша. Вообще наша земля очень благословенна, я хочу сказать. На самом деле Аллах нам дал такую богатую землю, такие недра, такие ископаемые. У нас же практически вся таблица Менделеева находится. Поэтому в этом плане, конечно, мы особо отмеченный народ. Да, все-таки я считаю, человек и природа — это единое целое. Нельзя отрывать одно от другого. Мы все выходим из земли, мы все как бы туда возвращаемся. И поэтому все, что Аллах создает для человека, воздух, вода, пища, я все-таки думаю, что это тоже имеет какое-то, имеет место быть. Вот. Димаш, мы говорим сейчас о Димаше, да? Вы бы его к какому жанру отнесли, вот Димаш? Ну, конечно, такие эпитеты, как уникальный, как космический голос, да, как необыкновенный, талантливый, трудоголик. Мы все эти эпитеты уже слышали, и это все отмечают. И, конечно, я под каждым словом подписываюсь, потому что в нем это все сочетается. Он невероятно воспитанный ребенок, невероятно скромный ребенок. И мне вот это вот в нем очень нравится, вот эта сдержанность, вот это какое-то мужское, внутреннее какое-то вот у него есть такое, знаете, такая внутренняя сила. Мне кажется, он как настоящий артист, в нем есть вот этот внутренний цензор, в нем сидит. И это очень хорошее качество для артиста. Я всегда считала, в тот день, когда артист себе скажет: все, я всего добился, я звезда,
окружите меня. Это начало конца. Вот в Димаше, мне кажется, большой потенциал, и я не знаю, о чем ему еще можно мечтать. Его принял весь мир. Я просто хочу, как коллега, как человек, который не просто сам поет, но и занимается наукой, потому что голос это очень сложный инструмент, очень сложный инструмент. Если сейчас об этом говорить, это можно еще на 40 минут наговорить. Я не буду вдаваться в подробности, я просто скажу, что это, наверное, самый сложный инструмент, на котором человечеству пришлось учиться играть. Даже, по-моему, есть какая-то притча, что Бог все отдал людям и только музыку оставил для себя. И вот мне кажется, что уметь слышать музыку, чувствовать ее и передавать ее, это, наверное, реально нужно иметь какой-то очень особый дар. Димаш, он, конечно, уникальный. Что уж тут говорить. Потом он очень трудолюбивый. И вот этим трудолюбием он себе расширил диапазон. Допустим, вот этот вот нижний баритональный диапазон, я в нем никогда раньше не слышала. Ровным счетом, как я не слышала его верхнюю часть диапазона. Ну, то есть вот там, где он в третьей октаве плавает, как рыба в воде. Раньше не было у него этих высоких нот. Он это в себе открыл. И это все путем труда. И он этим, это его фишка, этим он уникальный, этим он не похож ни на кого. Поэтому мне просто хочется Димашу пожелать рационально использовать свои силы, умело распорядиться своими силами, потому что каждый раз, когда он берет верхнюю ноту, и вот эти все рулады, когда он поет в третьей октаве, я каждый раз за это переживаю. Потому что это очень непросто. Но, может быть, он это довел до такого совершенства. Я не знаю, я с ним на эту тему не разговаривала. Может быть, когда-то придется с ним встретиться. Просто мне вот чисто как педагогу интересно поинтересоваться, как он, насколько это все доведено до автоматизма. Не приходится ли ему каждый раз усилия прикладывать к этому. Ему дано много, и вот дай Аллах, чтобы он этим распорядился грамотно. Но я думаю, у него все будет хорошо. Это думаю не только я, это об этом, как бы можно сказать, не то что молится, а желает ему весь наш казахстанский народ, потому что он реально наша гордость. Казахстан открыл многим странам, которые раньше даже не знали о существовании этой страны. И только за одно это ему большое спасибо. Это наша звездочка, пусть ярко горит, долго горит. Он сегодня сделал анонс, и он написал в Инстаграм, что все, что мы видели до настоящего момента, это была разминка. Что вот сейчас он собирается в полную силу. Супер, супер. Дай Аллах, чтобы это вот было именно так. Здоровье, прежде всего, конечно, вокалист, он прежде всего должен быть здоровым, крепким, потому что голос, он любит сон, покой, моральное, нравственное, духовное наслаждение он должен испытывать организм, потому что если ты это все испытываешь, голос тебе будет поддаваться. Это уже чисто так, потому что это же физиологически живой инструмент, и он требует отношения. Поэтому
Ваш человек просто, когда он не выспавшись, выходит и идет на работу, ему сложно. Представляете, выходить и петь. Поэтому вот здесь только лишь могу ему пожелать вот такого здоровья физического и морально-нравственного, всяческого, чтобы еще долго-долго он нас удивлял, пел, радовал. Его даже мой педагог Бибигуль Ахметовна сравнила с небом. Она сказала, что Димаш — это небо. Мне кажется, это такое точное сравнение, такое прям вот, что не в бровь, а в глаз, что называется. Это что-то бездонное, большое. Он заставляет слушать его. Он заставляет, он манит. Меня, как вокалистку, вообще сложно удивить, честно говоря. Но он меня удивляет вот именно своей вот этой трудолюбием. Потому что вокалисты в основном лентяи, что там говорить. Я их воспитываю, они десятки, как говорится, вылетают из-под моего педагогического крыла. Я многих знаю, кто как относится к своему инструменту. Поэтому я могу об этом честно и объективно судить. А по нему видно, что он работает. Потому что голос, он всегда в форме. И то, что он, конечно, расширил свой диапазон, это прежде всего кропотливая работа. И вот мне, как педагогу, просто вот хочется ему сказать респект и уважуха, потому что вот мне всегда хочется иметь таких студентов, за которыми бы не я бегала, а которые бы бегали бы за мной. Есть такие студенты, но их очень мало. Очень, к сожалению. И зачастую, главное, вот обидно то, что именно те студенты, кому Бог дал этот голос, внешность, вот только вот научись, иди. Так и хочется сказать, вот тебе по башке. Не все могут, да, оценить тот талант и то, что Всевышний дает. Да. Поэтому я всегда говорю, что вокалист — это интеллект, это эрудиция, это твои прочитанные книги, просмотренные фильмы, это тут окружение, люди, кем ты себя окружаешь. То есть он все время должен питаться, он все время должен читать. Вокалист, он не может петь бездумно. Потому что голос — это не твое достижение, это то, что тебе дано. А вот твое достижение — управлять этим голосом. А как им управлять? Все идет вот отсюда. Центр дает команду, и голос начинает звучать. А сколько таких красивых голосов, которые совершенно не трогают? Абсолютно холодные. Вот где вот эта вот загадка, умение заставить голосом заплакать, порадоваться, умереть вообще от счастья, получить море эмоций. Это вот умение играть на своем инструменте искусно. Вот вы как профессионал, как педагог, как вокалист, который поет и в эстраде, и в опере. Димаша, репертуар вы как хотели бы видеть? Я объясню, я, например, хотел бы видеть его оперный концерт, такой вот Димаш и друзья. И где-нибудь в Европе, например, в Италии, в небольшом зале, куда бы он пригласил друзей, там, Бачелли, там, например, и вместе вот они бы сделали такой оперный концерт. Очень хорошая идея. Я полностью поддерживаю. Тоже, кстати, вижу именно такой, вот в таком ракурсе, да. Почему бы нет?
Мне кажется, Димашу нужно специально писать песни. Под него нужно писать песни. Ему нужен репертуар, как мне кажется, не кавер, а ему нужно... Как же вот этого композитора... Игорь Крутой? Нет, который для Селин Дион писал. Уолтер Афанасьев. Вот. Вот мне кажется, Уолтер Афанасьев, он бы прям для него вот шикарные бы песни мог бы написать. Он написал для него одну песню. И они ее даже там записали, готовили, но она почему-то не вышла. Почему? Не знаю. Что-то, видимо, может быть, Уолтеру Афанасьеву не понравилось. Или Димашу. Что-то вот было не... Ну, я не знаю. Но мне кажется, вот Димаш, он интересен публике именно своими вот этими вот переходами. То, чего практически никто из вокалистов не умеет делать. Ему это удается очень легко, как мне кажется. Он, в всяком случае, он это делает очень легко. Как в свое время Мэрайя Кэри меня вообще удивила, я впервые, когда ее услышала, как она там в 4-й октаве полоскала все эти руладки, пела. Хотя, это, знаете, это такой момент вишенки на торте. То есть раз и все. Но когда этого много, оно начинает немножко докучать. Поэтому здесь нужно, мне кажется, очень аккуратно, зная все тонкости и особенности голоса Димаша, показать его голос во всей красе. И вот эти даже рулады, которые он поет наверху, может быть, как-то их по-другому преподнести. Более, я не знаю, это вот уже надо в тандеме сидеть, работать. Потому что у него очень необычный голос, у него очень большой диапазон, я же говорю. И поэтому люди, они привыкли вот к сегодняшнему вот этому 2 притопа, 3 прихлопа, о котором я уже говорила, да? А тут вот раз и появился Димаш, который поет настоящим голосом. Вы обратите внимание, мы-то по большому счету уже не слышим а-ля Муслима Магомаева, а-ля Паваротти, там, я не знаю. Мы же не слышим этих голосов вообще. Что мы сейчас слышим? Поэтому сейчас даже саундтрековая музыка пошла настолько такая... Она выхолощенная. Она какая-то, вот я же говорю, сидят и просто рубят биты. Все. Вот то, что вот на пляже может пойти там под коктейльчик там и так далее. Естественно, когда ты слышишь настоящий, живой, красивый человеческий голос, это привлекает. И обратите внимание, почему это привлекло весь мир. Он привлек весь мир. Значит, это говорит о том, что все-таки духовная нищета, как спрут, разошлась своими корнями. По всему миру сейчас идет эта тенденция. Биты и все, биты. Сейчас везде слушают эту музыку. Послушайте испанскую музыку, итальянскую музыку, французскую музыку. Ну, американцы, я не знаю, вот я думаю, наверное, уже сейчас даже очень резко поделилась публика слушателей на тех, которые слушают, скажем, Джило, Агилеру, Шакира, там, я не знаю, да, Хадсон. И те, которые читают рэп, это уже немножко... Ну, сейчас блогеры запели, да? Тоже рэп зачитали. Сейчас очень много, кстати, из Казахстана наших рэперов, которые там в международных чартах там рвут первые места. И повсеместно, видите, сейчас эта музыка в приоритете. И, конечно, хочется послушать. Ну, уши не может все время, как в том фильме, помните, каждый день кушать, говорит, яичницу, скоро, говорит, от такой пищи, говорит, и петух закудахчет, да? Ну, то есть одно и то же есть ежедневно, это тяжело. Опять-таки, публика, кто что ищет для себя. Кому-то непонятна эта музыка, то, что поет Димаш. Они это просто не принимает их душа.
Понятно, Малина, к этому же нужно быть подготовленным внутренне, духовно, с образованием, как-то человек должен быть. Поэтому в этом плане, конечно, каждый выбирает то, что ему по душе, то, что ему приятно, то, что ему понятно. А общая масса получается таковая. Вы согласны со мной? 100%. Может быть, как раз Димаш это и есть тот человек, да, который должен за счет своей популярности, за счет того, что его творчество распространяется по всему миру, как раз помочь распространить культуру в массы. Возможно, он будет способствовать тому, что будут расти дети, видя такой пример, как Димаш. Лучше пусть они такой пример видят и понимают, что вот это есть истинное искусство, и что есть вот к чему надо стремиться. Но все-таки я считаю, что нужно Димашу очень аккуратно подбирать репертуар. Это уникальный голос, который не должен петь все подряд. Перепевки, какие-то ремиксы, я не знаю. Ну, мне кажется, вот индивидуально к нему нужно подходить. У него сложный голос. Ему не просто написать будет песню. Мне так кажется. Ну, мне не кажется, я в этом уверена. Ему просто, учитывая индивидуальность его голоса, нужно будет писать такие вещи, чтобы и ему самому это хотелось петь, и публика, чтобы это воспринимала. И вот почему-то я про Уолтера Афанасьева подумала, что это его композитор. Ну, будем надеяться, что в будущем. Но раз Димаш сказал, что это была разминка, бомба впереди, мы будем ждать эту бомбу. Уолтера, да? Очень музыкальная. Хорошая песня? Да, очень музыкальная, очень такая, ну, естественно, такая, на любителя опять-таки, это не попса какая-то. И вот так вот не возьмешь с первого раза, не запоешь. Ну и бог с ним. Едем дальше. Жмите кнопку. Хочется поговорить с вами о молодых талантах, которые сейчас вот появляются. Мы сегодня с вами уже чуть-чуть поговорили про тех ребят, которые появляются на Евровидении. Да. Как так получилось, что сейчас постоянно, вот чуть ли не каждый день мы видим, что кто-то где-то на международном конкурсе что-то выиграл, кто-то где-то тоже выступил и там тоже успех. И откуда вот эти вот дети начали появляться? Что сделало Министерство образования, может, такого? Или, может быть, это так должно было быть? Ну, мне сложно судить, что сделало Министерство образования, тем более вы же знаете, что не так давно у нас произошел путч, и вообще был такой тяжелый период, и кабинет министров, вообще правительство уходило в отставку, менялось, перетрубации там какие-то шли. Я немножко уже вначале сказала о том, что я все-таки считаю, что от того, что сейчас очень много стало появляться
вообще интерес к Казахстану, может быть, опять-таки это после Димаша появилось, да, такой вот интерес проснулся к нашим молодым талантам. Я сама обратила внимание, что у нас очень много появилось всяких ток-шоу, всяких музыкальных шоу, ну не ток-шоу, я немножко не то говорю, появилось именно вот этих вот музыкальных шоу на телевидении, где детский голос Казахстана, например, да, то, что вот идет по всему миру, да, в Америке, там, на Украине, там, в России. Баллада Усы. Баллада Усы — это отдельное. Это отдельный конкурс, это Али Нурсултановны конкурс. Я сама была несколько лет на этом конкурсе как наставник, да. А это... И этот конкурс, конечно, способствовал выявлению талантов. И сейчас вообще очень много родителей таких, которые заточены на том, что дети, их ребенок самый талантливый, он может петь, он может танцевать, он может рисовать. Именно вот пошло вот эта вот волна, тенденция пошла в сторону музыки. И мне кажется, что это очень хорошая тенденция, что, правда, иногда это доходит до фанатизма, когда особенно сидишь в жюри, и потом начинаются вот эти вот слезы, истерики родителей, когда их ребенок не проходит. Но это и хорошо, потому что это конкуренция. Именно в конкурентной борьбе рождается истина. Поэтому то, что очень много появляется конкурсов у нас внутри, в стране, на телевидении, я считаю, что это очень здорово. И, допустим, такие конкурсы, как «Славянский базар», там же тоже есть детский конкурс, так же, как и взрослый. Туда каждый год практически ездят наши дети. У нас очень теплые отношения с этим конкурсом. Я сама год была приглашена как член жюри. И на «Славянском базаре» наши, как во взрослой категории, так и в детской категории дети занимают ведущие места. Ну, то есть это, наверное, как говорится, время пришло. Дети стали больше заниматься музыкой. Да, кстати говоря, пошли дотации от государства, открылись музыкальные кружки, музыкальные заведения различные. То есть государство стало помогать, какие-то субсидирования пошли. Это тоже очень большое подспорье для тех предпринимателей, которые, например, занимаются открытием подобных школ, студий, да, музыкальных, скажем. И дети, творческие дети, одаренные дети бесплатно могут ходить туда и заниматься любимым делом. И, возможно, отсюда тоже пошли вот такие вот единицы, таланты, которые могут себя проявить как вокалист, как танцор, допустим. Мне очень нравится то, что сейчас вообще, вот я говорила до этого про железный занавес в Совке, когда мы жили, у нас не было этой возможности, мы доставали эту информацию практически по крупицам. Сейчас в современное время есть свой плюс у него тем, что люди стали абсолютно... Все очень стало близко, все стало доступно. И, пожалуйста, ты открываешь перечень каких-то там зарубежных конкурсов, и любой конкурс, который тебе подходит по требованиям, ты можешь подавать заявку, ехать и принимать участие. Сейчас это вообще не проблема, даже онлайн-конкурсы проходят. Сколько у нас лауреатов гран-при, вот у меня у самой студент. Ну, правда, он ездил, Лимари, в Беларуси был конкурс джазового исполнения, и он там получил гран-при, мой студент. И наша кафедра, выпускающая кафедра вокалистов, может похвастаться лауреатами, дипломантами. В основном лауреаты привозят прям вот с международных конкурсов лауреатские места. 1, 2, 3. В Туркестане недавно у нас прошел тоже международный конкурс. То есть и частно делают вот такие конкурсы, и государство помогает. И вообще желание заниматься именно вокалом, ко мне очень часто звонят. Пожалуйста, вот мы бы хотели бы у вас позаниматься по вокалу. Напрашиваются, вот, звонят, интересуются. Но это хорошо, что у людей есть понимание, что прежде чем поехать на конкурс, все-таки нужно позаниматься.
Иногда бывает такое, что а чё, я и так хороша, уже записали и фонограмму, аранжировку, приходят ко мне, ну-ка послушайте, я говорю, да вы что, вам еще минимум год-полтора нужно готовиться, вы еще очень сыры, ни тембра, ни диапазона, ни устойчивой интонации, куда вы собрались? А там уже чуть ли не билет куплен. Ну, то есть такие мамаши тоже встречаются. Поэтому я думаю, что тенденция сейчас такая общая, вот хочется петь. Очень многие, прям вот знаете, массово желание петь. У этой медали есть другая сторона, когда слышишь, что ой, ну ладно, ты не стал там дантистом, там не стал там, юристом, не стал там инженером, ничего страшного. В академию ты вроде как всегда поступишь, и всегда тебя на сцену можно будет засунуть. Такая, знаете, тенденция тоже есть. В этом все-таки есть вина, наверное, и сегодняшнего общества, которое потребляет этот продукт, как мы уже говорили. И в то же время, может быть, и нам, специалистам, надо тоже очень выборочно, аккуратно к этому подходить. Что все-таки талант, он не может быть массовым. Это все-таки такой Божий дар, который дается единицам. И уметь его услышать, выявить вовремя, нажать на правильные клавиши, вовремя, так сказать, дать какие-то профессиональные рекомендации, чтобы из него получился толк. Как же его зовут, который Грэмми у нас получил? Иманбек. Иманбек. Ой, боже мой. Есть мнение, что он не профессионал, вот, и что он не Нет, учился. это не мнение, это реально факт. Это вот о чем мы с вами уже говорили выше, что это ритм сегодняшнего времени, что ты, в принципе, да, даже говорили о том, что вот зачем нужны эти консерватории, эти музыкальные заведения, зачем мы их открываем, если ты сегодня можешь без этого образования стать популярным на весь мир. Вот вам, пожалуйста, издержки сегодняшнего капиталистического строя. У тебя есть деньги, ты можешь быть актрисой, у тебя есть деньги, ты можешь быть певицей, у тебя есть деньги, ты можешь снимать кино. Ну, то есть, вот вседозволенность, возможности колоссальные, а вот внутреннего ценза нет. Вот чтобы все-таки немножко критично посмотреть, а имею ли я право на это? Меня сейчас тоже приглашают на главную роль в кино сняться. А знаете, у меня первая мысль: я же не профессиональная актриса. Как же я буду сниматься в кино? Да, мне интересно. Они платят мой гонорар, все там как бы вообще вопросов в этом плане нет. Опять-таки, вот медийное лицо, за счет этого медийного лица ты можешь, допустим, собрать зрителя. Видите, опять-таки, на чем построена вся сегодняшняя вообще вот вся мысль, да, именно заключается в том, что лайки, хайки, там что там вот очень популярно. Вот я долгое время не могла вообще понять, что это такое. Потому что я жила другими вообще категориями, другими критериями. Ты учишься, потом следующая ступень ты практикуешься, потом следующая ступень ты это все выставляешь на обозрение. А сейчас начинает сразу с 10-й ступени, не пройдя 9. Ну, то есть так же невозможно через голову же прыгнуть. Постепенно же все должно быть. А сейчас молодежь, она немножко ориентирована на другое. Здесь и сейчас, вот прямо сейчас. Проснуться звездой. При этом ничего не сделав. 2 песни записал, 2 клипа записал, проротировал, 1000 раз все это прокрутилось. Естественно, ты потом уже поневоле будешь эту песню себе напевать, потому что она тебе просто вот назойливо, бесконечно, перманентно эта музыка вот просто долбила и додолбила, что ты утром встаешь, идешь что-то на кухню готовить, и вдруг эта музыка у тебя в ушах звучит. Она все уже хит.
Ты как этот, Ухумтельмейде, да? Это вообще уф. Даже вы об этом знаете, видите? Как вот такое быстро распространяется. То есть я говорю о качестве, я говорю все-таки о каких-то более серьезных вещах. Может быть, я неинтересна буду в своих суждениях. Может быть, кто-то меня посчитает какой-то там, я не знаю, человек каких-то старинных взглядов, что уже нужно переобуваться, уже нужно читать рэп, уже нужно с блогерами дружить, уже нужно миксты какие-то делать, там, я не знаю, что-то еще уходить. Может быть, я, в принципе, готова к любому эксперименту, поскольку я все-таки человек творческой профессии, я не боюсь, не чураюсь экспериментов, но в то же время все-таки качество должно быть какой-то, все равно какая-то должна быть интеллигентность, суть, что ли, я не знаю, мораль. То есть вот я руководствуюсь теми принципами, на которых я выросла, как меня воспитали. Я выросла в достаточно такой творческой семье, образованной семье. Поэтому не могу я через это перепрыгнуть. Я не могу стать другим человеком и по-другому смотреть на какие-то вещи, которые меня коробят, мягко говоря. А что это такое вообще? Это удача или например, вот если говорить про Иманбека, там, понятно, что он талантливый парень, и просто каждую ночь работал, и у него что-то получилось. Вот. Да, вы знаете, я послушала его ремикс, он мне понравился больше, чем оригинал, если честно. Не знаю, что это называется. Попал в точку. Кропотливый труд, что-то вот звезды сошлись, там что-то вот он почувствовал. Я не знаю, я не могу это дело как-то вот охарактеризовать, но то, что сегодня это возможно, как пел Билан, что все невозможное возможно, оказалось, да, что да, такой вариант тоже возможен. И мне иногда кажется, что мир сходит с ума. Что такое вообще возможно. Ну давайте тогда все закроем, все, что было сделано. Веками вообще строилось, воспитывалось. Но, с другой стороны, ведь на каждом витке развития истории всегда есть какие-то свои плюсы и минусы. И просто нужно это принять как факт, что не будет никогда так. Вот так вот не будет. Это тоже один из витков, который когда-то, как ступенька следующая, оно пройдет. И наступит другой виток развития. Вот сейчас мои дети, конечно, они не слушают ту музыку, что слушаю я. Они говорят: мам, что это за музыка? Они меня не могут понять. Конечно, они не слушают, не смотрят этих фильмов, на которых мы выросли. Их за это осуждать нельзя. Это люди совершенно другого поколения, другого времени. Они родились в другом веке. Понимаете? Поэтому они живут соответственно сегодняшнему времени. То, что время диктует сегодня, массово причем. Но в то же время я опять говорю о каких-то вещах, которые вот реально незыблемы. Человечество будет развиваться, будет делать ошибки. Вот ушел человек от Бога и совершает ошибки. И мне кажется, это вообще проблема сегодняшнего мира. В широком плане. Не будем брать узкую культуру там. Вот даже просто элементарно отношения между странами. Не буду опять-таки эту тему затрагивать, потому что это очень больная, очень острая тема. Но мне кажется, все это происходит из-за того, что, ты знаете, мне иногда напоминает, как вот сидят дети в песочнице, да? Один кого-то там, сильнее ударил, обидел слабого. И тот ему говорит: все, я на тебя обиделся, не дам тебе свой горшок там или свою лопатку. Вот тебе санкции. Допустим. Все, бойкот. Понимаешь? Вот такая какая-то, знаете, детская игра. И мне кажется, все-таки этот человек приходит к такой духовной нищете все-таки именно в тот момент, когда он теряет вот этот ориентир внутренний. Если тебе не дали этого в семье,
значит, ты должен это сам найти. А мне кажется, это дает только Бог. Вот эти ориентиры в жизни. Он как-то тебя вот из кривой линии выводит на... Ну, маятник же должен же быть какой-то, на что-то же ты должен ориентироваться, если у тебя не было этого раньше, не было этих принципов, взглядов, стойкости какой-то внутренней. Поэтому вот она, видите, вот эта тема, она очень сильно распространяется на все виды жизнедеятельности человека. Социум, политика, экономика, культура. Это все очень тесно связано между собой. Поэтому, как мне понравилось одно изречение одного нашего кинорежиссера, сценариста, который сказал: без культуры ты не можешь быть ни президентом, ни инженером, ни сварщиком, ни окулистом, ни педагогом. В чем смысл, если в тебе нет культуры? То есть все начинается именно с культуры. А культура — это уже обязательно есть какой-то внутренний нон-стоп. Ну, то есть вот ты чувствуешь вот эту вот грань, через которую переступать нежелательно. Так же, как и в отношениях между мужчиной и женщиной. Это тоже культура. Между девушкой и парнем. Между ребенком и родителем. Между одной нацией и другой нацией. Ну, то есть вот это вот, понимаете, это все одного поля ягода, как бы. Поэтому это мое личное, конечно, субъективное мнение, но жизнь, она прекрасна, когда ты живешь в ладу со своей душой и занимаешься любимым делом. И, конечно, абсолютно толерантен, воспринимаешь людей такими, какие они есть. И если только есть, допустим, желание как-то этот мир лучше сделать, изменить его в лучшую сторону, нужно начать просто с самого себя. А ты какую лепту вносишь в это общество? Мне так кажется. Я, собственно, вот это мой основной постулат, и я этим живу, и я абсолютно счастливый человек. У меня муж, он, ну, если сейчас говорить о какой-то политической стороне, да, он вырос в детдоме. И вот их было, сколько там, 15 детей в классе. И он говорит: ты знаешь, говорит, курд, чеченец, узбек, казах, башкир, кореец, там, и вот он иранец, там, и несколько вот таких вот детей. И мы никогда не делились на нации, мы даже не знали, кто мы по национальности, мы просто дружили. Я вот по этому времени скучаю. Вот мне этого времени не хватает. И вот иногда вот смотрю на своих детей, и мне так жаль, что они не понимают этих фильмов, вот этой той философии, которой пронизана вообще вся наша кинематография того времени. Там же столько крылатых фраз, вот что не фильм, то реально вот песни, стихи, какие поэты были, какие исполнители были, музыканты были. А сегодня это вот такое время, тем более мы еще попали в пандемию, тем более вот эта онлайн-система, она для нас вообще чужда, да, нам? Хотя весь мир я вот, как вот я знаю,
Очень многие мои знакомые, например, которые уезжали в кругосветное путешествие, они забирали детей, а дети, допустим, у них учились кто в Сингапуре, кто в Японии, там, кто там в Америке. И они онлайн-системой занимались, по онлайн-системе, получали дистанционное образование. Ну и как-то вот нормально. Но призвание получать вот таким образом, не знаю. Все-таки, мне кажется, есть какие-то такие виды искусства, которые, они должны быть тактильными, вот так вот, чтобы вот это можно было вот так воочию увидеть, услышать. Поэтому вот эти все вокальные конкурсы, там какие-то еще, вообще особенно то, что связано с исполнением, с голосом, мне кажется, это немножко как-то даже странно. Ну, жизнь диктует свои условия, и мы просто были вынуждены, весь мир, не только Казахстан, весь мир сидел на карантине и вынуждены были переориентировать свою жизнь в другом русле, в другом формате все это работало. И сейчас мы немножко начали оживать, немножко начинаем вставать на ноги, уже даже немножко как-то диковато куда-то далеко уехать, выбраться. Настолько привыкли сидеть в своих конурах. И это так как-то даже немножко странновато. А с другой стороны, мне кажется, это тоже была такая, знаете, для людей, вообще для всего мира, для всего человечества, такое испытание, опять-таки, чтобы, может быть, человечество задумалось, сколько мы приносим вреда тому, что создано именно для нас, для людей. Идеально создан мир, и как мы этим распоряжаемся. То есть, видите, это вот все одно на другое, это вот все очень связываю я все это. И то, к чему мы пришли, каким путем мы к этому пришли, что является следствием, а что причиной. И он так задумчиво на меня смотрит. Я думаю, у меня вот две мысли посетило. Первая мысль — это то, что, может быть, это все-таки эволюция. А вторая — это какая же большая проблема перед нами стоит, как перед родителями. Проблема передать накопленные знания следующим и следующим поколениям. Это вот вы сейчас сказали про эволюцию, да? Выживает сильнейший, выживает тот, кто понимает, что ему нужно и как нужно в данных условиях выжить, что нужно для этого сделать. Методом проб и ошибок. Кто-то идет по течению, плывет. И непонятно, куда приплывает. А кто-то сопротивляется этому течению. Ведь в мире так много интересного, неизведанного. Столько вообще интересных людей. Всего, естественно, человек знать не может, значит, есть это еще ниша, которая тобою не исследована. Неизведано тобой. Когда вот мы говорим об обществе, общество это что? Это же, это состоит из маленьких-маленьких ячеек. Каждая ячейка — это семья. Семья, где зарождаются, закладываются, а потом и развиваются, да? Вот эти вот основополагающие какие-то законы поведения, воспитания, отношения. И вот все, мне кажется, вообще в этой жизни строится на любви. Все-таки любовь — это такое мощное орудие, которое побеждает, в принципе, все. Все катаклизмы, все бури страсти, все человеческие порывы. И вот мне кажется, если воспитывать своих детей любовью,
Я, наверное, сейчас говорю слишком откровенные какие-то вещи, потому что это касается конкретно моей семьи. Мы сами того не подозревая с супругом, вырастили таких детей. Потому что они очень часто говорят: мама, у нас какая-то семья ни на кого не похожая. Мы же вот дружим с другими людьми, да, вот, сверстниками. Мы такой семьи не встречали, они мне говорят. Вот насколько они получают вот эту вот энергию тепла, вот это вот понимание, доверие, что немаловажно. Тем самым мы их возвышаем, мы им даем возможность почувствовать ответственность какую-то за себя, за своего брата, за своих родителей. Вот мне кажется, все-таки это самое главное оружие, которое может быть источником спасения. Мне так представляется. Потому что я же не могу делиться чужим, я могу делиться только своим. То, что я переживаю, то, что конкретно меня коснулось. Я не могу сказать, что я в своей жизни испытывала какие-то страшные потери там, или там какие-то духовные, морально-нравственные какие-то убытки понесла. Как-то вот меня Бог все время вел так, что я всегда встречалась с шикарными педагогами, которые мне встречались на моем пути. У меня нет много друзей. Вот нет их просто. Я теперь понимаю, видимо, правда говорят, что много друзей не бывает. Да, приятели, хорошие товарищи. У меня идеальный, мне кажется, муж. Мы с ним смотрим в одну сторону. Мы иногда даже с ним не разговариваем, но понимаем друг друга очень хорошо. Семья, где вот мы в этом году будем отмечать 1 ноября 25-летие, серебряную свадьбу. И в прошлом году мы это обнаружили, что, оказывается, у нас вот уже 25 лет. И я когда задумалась, 25 лет, боже мой, реально вот как будто бы все вот было вот позавчера, совсем недавно. Такое ощущение, что мы еще не нажились, не надышались, еще не произошло то, что должно произойти. Еще все впереди, вот какое-то вот такое состояние. Мне кажется, это все сила любви, сила желания быть угодным. Вот чтобы искать компромисс, вот говорят, что это работа, семья – это работа, это надо вот находить компромисс, нужно всегда идти друг другу навстречу. Да, наверное, так оно и есть. Просто я как-то вот так жила, что я даже не заметила, делала ли я компромиссы, шла ли я на них, создавала ли я вот эту вот особую атмосферу, чтобы вот не дай Бог, что-то там не произошло там. Просто опять-таки, наверное, говорят же, что истинные браки совершаются на небесах. Наверное, вот оно и есть. Когда человек находит своего человека, он складывается как пазл, и происходит все, как должно происходить. Ну, в общем, это, наверное, тоже какая-то некая удача, некая фортуна, что ли. Чего бы я всем пожелала бы. Но я абсолютно уверена в том, что миром правит любовь, как бы это ни было, как бы она ни избито звучала эта фраза, но я в этом абсолютно уверена. Любовь — это кто-то говорит самопожертвование, кто-то говорит, что это нужно, я не знаю, трудиться над этим. А мне кажется, это просто принимать. Просто принимать. Может быть, это не просто для кого-то, вот для меня это просто принимать. И тогда не надо будет ни трудиться, ни искать компромиссы. Любовь спасет мир, в общем, да?
Да. Да, конечно. Потому что у нас как-то вот это вот само понятие любви, оно очень узко как-то сразу вот воспринимается, что это обязательно любовь между мужчиной и женщиной. Вообще нет. Вообще нет. Вот у верующих это называется иман. То есть любовь в сердце. Вот у нас, у мусульман, иман, джурикти иман. То есть в сердце вот эта вера, любовь, покой, мир. И когда ты с этим живешь, мне кажется, ничего не страшно в этой жизни. Бояться только... Ну, делюсь, что имею.